Тайны икон монаха Авеля о белом царе. Так кто же такой монах Авель? Он предсказывал о судьбах России, о судьбах людей Божьих, о правителях. Предсказывал все, что ему открывал Господь. Родился в 1757 году. Происхождение он был крестьянского. За свои предсказания дней и часов смерти Екатерины II и Павла I, нашествия французов и сожжения Москвы многократно попадал в тюрьмы, а всего провел в заключении около 20 лет. По приказанию императора Николая I Авель был заточен в Спасо-Ефимьевский монастырь, где и умер в 1841 году. Итак, давайте посмотрим, что же открыл Павлу I монах Авель о белом царе. «Невозможное человеком возможно Богу», — ответствовал Авель. «Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения русского, и восстанет в изгнании из рода твоего князь великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен. Его учует самое сердце русское. Облик его будет державен и светел, и никто же речет, царь здесь или там, но все это он. Воля народная покорится милости Божьей, и он сам подтвердит свое призвание. Имя его трикратно суждено истории российской». Два знаменитых уже были на престоле, но не царском. Он же восядет на царский, как третий. В нем спасение и счастье державы российской. Пути иные сызново были бы на русское горе. И чуть слышно, будто боясь, что тайну подслушают стены, старец Авель нарек самое имя. Страха темной силы ради имя сие да пребудет сокрыто до времени. Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское, вернется к истокам древней жизни своей, ко временам равноапостольного, уму-разуму научится бедою кровавою, свершатся надежды русские, на Софии в Царьграде сияет крест православный, дымом фимиама и молитв наполнится и процветет аки крин небесный. Великая судьба предназначена России. Оттого и пострадает Россия, чтобы очиститься и возжечь свет в откровении языков. Теперь давайте поговорим о двух иконах, написанных Лазарем, учеником Авеля Тайновидца в 1796 году, так как в них сокрыты очень важные пророчества на наше время о белом царе. Первая икона «Рождество Пресвятой Богородицы», написанная для Екатерины II, была совершенно неканоническая для этого праздника. И это действительно так как только на первый взгляд на ней изображено именно Рождество Богородицы. Но именно через образы иконы Рождества Богородицы тайновидец Авель повелел ученику своему сокрыть в этой иконе на последнее время пророчество о последнем белом царе. И в дальнейшем икона была принята церковью как пророческая. Мы видим на ней изображенных Иоакима и Анну. Около Анны трое молодых мужчин, один из которых держит корону. Напротив ложа Анны с другой стороны изображен Иоаким, и внизу около его ног сидит женщина и держит рожденного младенца. Уже всем известно, что в этой иконе содержится пророчество о сохраненном царском семени дома Романовых. Значит, в образе Иоакима и Анны мы должны видеть еще царя Николая II и царицу Александру Федоровну. И это видно из того, что Иоаким из царского рода Давида, но он не был царем, а сидит на царском троне. Значит, это
и образ Николая Александровича, так как он царь и был на престоле Руси. Теперь рассмотрим внимательно мужской образ, а именно Иоакима. Мы видим, у него на одной ноге, на уровне колена, и в то же время над головой женщины, в руках которой находится рожденный младенец, написано слово «сава», и чуть далее «х», значит «савах». Так это же отец Ильи Пророка из колена Левиина и рода Аарона. Это явно изображено на иконе, так как «савах» написано на уровне колена или по-другому от колена, потому что имя начинаем читать от колена. А то, что написано на образе Иоакима, означает, что от мужского колена, а не от женщины, которая держит ребенка, ибо над ней написано «сова» и чуть дальше «х». Это сделано специально, так как женщину не назовешь «совах». Да и имя «сова» как-то не особо походит на женское, поэтому и нужно читать «савах». И еще обратите внимание, что младенец изображен сидя на руках, а внизу тельце прикрыто покрывалом, а сверху голенькое. Так изображать маленькую, только что рожденную Марию, то есть Пресвятую Богородицу, в древней иконописи не принято. Да и позднее редко где можно найти хотя бы наполовину открытые ее тельце. Обычно она вся завернута в пелены. И редко, очень редко находишь иконы, где изображена она сидя. Обычно ее видно всю завернутую, и даже часто головка покрыта тоже. И она на руках либо служанки, либо на руках Иоакима и Анны. Ее всю видно. Здесь же явно младенец мужеского пола, и без пелен на теле, и покрова на голове нет. Все это явно говорит, что здесь изображен сын Саваха, Илья. Но все-таки икона называется «Рождество Пресвятой Богородицы». Символически мы можем сказать, что это рожденное дитя есть младенец Мария. Но надо смотреть глубже, о чем мы скажем далее. Еще можно сказать слово о роде. Ведь Господь тоже родился у Пресвятой Богородицы и записан по роду его мнимого отца Иосифа. И не просто так в Евангелии от Луки указывается, что и по роду отца самой Преснодевы Марии, Иоакима, так как он рода царя Давида. Но в то же время по материнской линии Господь по роду Аарона. И сказано о Христе еще, что архиерей по чину Мелхиседекову. На иконе, раз она пророческая, о семени Николая II, мы еще раз повторимся, что Иоаким и царь Николай в одном образе, и внизу рожденный Савахом, то есть вы понимаете, что в колене отца или в роде отца пророк Илья. Здесь на помощь приходит пророчество преподобного Сергия Радонежского. И три корня, разделенные проклятием, будут срастаться любовью, и вести их будет посланный не из их племени. И еще несколько строк из пророчества Анатолия Оптинского. Россия – дом Романовых, а тот, что будет царь, то есть последний, тот от Господа. Есть и другие пророчества, где указывается на то, что царь будет от Бога. Далее перейдем к центральной части иконы. На ней изображена на ложе Анна, мама Девы Марии. И в ее же образе, как мы понимаем, и царица Александра Федоровна. Сначала скажем о государыне Александре.
Как мы знаем уже, что она по женской линии также относится к роду Рюриковичей, а царь Николай также имеет родословную связь от прародителей Михаила и Федора Романовых, идущую к царю Иоанну IV Рюрику через его жену Анастасию Романову. Итак, и в первом образе Анны, и во втором царицы Александры нам Господь указывает на женский род. Мы понимаем, что Анна из рода Аарона, но не царского, а священнического. И Александра Федоровна, мы знаем, по родословной, которая была составлена к 300-летию дома Романовых, принадлежит к дому Рюриковичей по женской линии и также является супругой императора дома Романовых Николая Александровича и матерью наследника престола русского царевича Алексия. Смотрите, как в царевиче соединились два рода через отца и мать. Значит, Господь нам хочет открыть еще одну тайну этой иконы, а именно то, что в женщине на родовом ложе сама Пресвятая Богородица. Это становится понятным из соединения двух родов отца и матери в царевиче Алексии, потому что именно в Царице Небесной также соединены через мать и отца два рода – царский и священнический. И икона называется «Рождество Пресвятой Богородицы». Но это в духовном смысле может означать рождение ею по роду своему сына по благодати Божьей, то есть по-другому в семени своем. В итоге что мы имеем? Икона является предречением о сохранении царского семени рода Романовых и в то же время семя из рода Аарона. Поэтому мы должны все правильно понять пророчество. Ни Анна, ни царица Александра не могут передать корону белому царю. Но, как мы видим, мужчина на троне тоже не передает икону. Если Иоаким, в принципе, не может этого сделать вообще, так как сам не был царем, а был только из царского рода Давида, то государь Николай II мог бы это сделать, но этого нет на иконе. И так как на иконе Иоаким и царь Николай находятся в одном образе мужчины на троне, значит, так было предопределено Богом, чтобы корону передала женщина. И именно в третьем значении этого образа это сама Царица Небесная. Здесь необходимо вспомнить о явлении иконы державная. Первое. То, что явление было в храме, построенном в честь рождения Иоанна IV, первого коронованного царя России. Второе, что икона была явлена в день так называемого отречения царя Николая II. Независимо от того, что отречение фактически или юридически не могло произойти по легитимности законов Царской империи, так как такого закона не было до отречения и по воле Божией не издалось после. Но государь Николай II истинно принес себя в жертву за народ, ибо мы знаем, что только царь может быть этой жертвой во образ Христа Бога нашего, принесшего себя в жертву за весь человеческий род. Так вот, Матерь Божия взяла в свои пречистые руки по воле Божией скипетр и державу престола русского до времени, определенного Господом. И как ранее было об этом извещено народу через икону державную, так сейчас Господь и Матерь Божия открывает это через пророческую икону Авеля Тайновидца «Рождество Пресвятой Богородицы».
Обратите внимание еще раз на слово «рождение». Матерь Божия по небесному и земному своему достоинству имеет право передать корону белому царю, как изображено это на иконе Авеля, что в образе молодого мужчины он держит уже в руках эту корону. То есть она уже ему передана. Мы должны четко понимать пророчество иконы. В роде Романовых сохранено семя, то есть в одной из веток дома Романовых, которую Господь сокрыл от глаз человеческих и от врага рода человеческого, родился сын Саваха, пророк Илья, забранный для этого предназначения живым на небо. Он же по пророчеству белый царь. Ему по родовому царскому праву Царица Небесная передает корону, так как она из рода Давидова по отцу, а также является Матерью Божией, то есть Царя Христа, Царя Славы, Царя Царей и Господа Господствующих. Но она же является и матерью родившемуся в роде Романовых пророку Илье, так как он из ее семени, из рода Аарона. И кто бы что бы ни говорил, она истинно его мать. Для самых ярых противников можно привести одно из доказательств, когда Господь, вися на древе крестном, сказал матери своей: «Жена, се сын твой», указывая на Иоанна Богослова, и ему сказал: «Се матерь твоя». А ведь они тоже были родственники по роду мужа Пресвятой Богородицы Иосифа. Теперь давайте вспомним о том, что в 2003 году было явление Пресвятой Богородицы державному владыке Зосиме, в то время сильно печалившемуся о потере плотской матери. Она сказала ему в этом явлении: «Почему ты говоришь, что у тебя нет мамы? Я твоя мама, и все, что меня попросишь, во всем тебе помогу». И это явление было настолько удивительным и исцеляющим, что более его никогда не посещала скорбь о потере плотской мамы. Теперь давайте посмотрим на икону Авеля. Кто же стоит за спиной у белого царя? Мы видим двух юношей, и над ними надпись «Дедоцы». Как было уже объяснение к этой иконе, что дедоцы – это божьи помазанники или старейшины народа, то есть имеющие крайнюю степень старшинства. Все это дает основание полагать, что двое стоящих за белым царем тоже из рода Аарона. Но мы знаем, что в роде Аарона царей не было, но старейшины, помазанники, пророки были. И более того, было двое избранников Божьих, которые вели народ, как царь и патриарх, и власть у них была, как у царей, судить народ израильский. Как вы уже, наверное, поняли, это Моисей и Аарон. То есть вновь подтверждается, что это пророк Илья из рода Аарона, так как Моисей и Аарон – братья из священнического рода Левина. И у Льва Мудрого записано такое пророчество: «Ты себя бил», то есть скорбел, и третий оказался первым. И еще. И когда трое возмущаются, то третий есть первый. Это же тоже о них, о Моисее, об Аароне и об Илии. Вспомните, как они скорбели за народ, как молились за непослушный Израиль, как возмущались за грехи, творимые народом. И вот третий, то есть Илья, который был позже Моисея и Аарона, вот он и окажется первым, или он и есть первый, то есть он выше их, так как они хоть и имели высшие достоинства в народе и избранничество Божие, но никто из них не стал царем, а Илье предопределено им быть. И
не только царем, но также пророком и патриархом. И это все законно и по родам, и по определению Божию. Мы понимаем, что каждый образ на иконе имеет несколько значений, и образ двух дедовцов не является исключением. В этом же образе мы видим еще двух других ветхозаветных пророков, которые должны прийти вместе с Ильей на землю, так как по замыслу Божию они должны будут во всем помогать белому царю, то есть пророку Илье. Одного мы знаем точно – это Енох. А кто второй? Заметьте, что это дедцы, а то, что говорят про преподобного Серафима Саровского и про Иоанна Богослова, никак к образу дедовцов отнести нельзя. В сборнике Льва Мудрого о втором помощнике мы можем прочитать следующее пророчество под номером 63. «И есть еще один человек, пришедший с Востока. Он тоже прославлен в своих делах и пользуется благосклонностью судьбы». Номер 64. «Он также был бедным человеком и, подобно избранному царю, идет от славы к славе, ведя добродетельный образ жизни, в высшей степени благочестивый, его тело и волосы сияют». Номер 65. «И он несет в себе надежду на невидимого Бога. Он подобен бедному царю, а также избранному Богом, и он также получил свыше призвание Бога и был наполнен светом Божьим». И это все говорится именно о втором дедце, изображенном на иконе. Нам здесь нужно запомнить слова «подобен бедному царю», а также избранному Богом, так как это говорится о двух человеках, потому что если бы говорилось только о царе, то было бы написано «подобен бедному царю, избранному Богом», и слов «а также» здесь не было бы. Итак, по пророчеству святых и по откровению Иоанна Богослова, глава 11, стихи 3-4, «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслены и два светильника, стоящие пред Богом земли». И по книге Еноха, где он пишет о себе, что будет посажен Богом среди избранных овец, мы понимаем, что первый – это пророк Илья, второй – это пророк Енох. А кто же третий, или по-другому второй помощник, который стоит за спиной белого царя, пророка Ильи на иконе Авеля? Для лучшего понимания древних пророчеств об Илье пророке, как о белом царе, можете посмотреть фильм 4, часть 1 «Святая Русь. Царская семья. Навстречу вечности». Там вы услышите более полный разбор древних пророчеств. Вот что мы можем найти в 3 книге Ездры. Ездра – пророк древнего Израиля, также из колена Левиина и рода Аарона. Итак, в главе 14, стих 7 по 9. «И ныне тебе говорю, знамения, которые я показал тебе, и сны, которые ты видел, и толкования, которые ты слышал, положи в сердце твоем, потому что ты взят будешь от людей, и будешь обращаться с сыном моим, и с подобными тебе, доколе не кончатся времена». Подумайте, не Ездра ли этот второй помощник белого царя, Ильи пророка? Ведь в этом пророчестве явно написано, что он взят на небо живым, как и Енох, и пророк Илья. Повторим эти слова. «Ты взят будешь от людей, и будешь общаться с сыном моим». Мы же знаем, что все ветхозаветные пророки, цари, праведники не могли взойти на небо, пока не вочеловечился Сын Божий, и пока Он, не взяв грехи всего мира на себя, был распят на кресте и сам сошел во ад
сокрушив его врата, вывел всех праведников из ада. А здесь в пророчестве Ездры говорится, что он будет общаться с Сыном Божьим и с подобными ему. А это только Енох и Илья, взятые живыми на небо. И видим также указание на конец времен. Поэтому можем предположить, что он так же, как и Илья пророк и Енох, должен был родиться в наше время. О тех пророчествах, которые написаны вокруг иконы древними славянскими буквами, мы пока умолчим, так как они касаются непосредственно дат воцарения Белого Царя и его кончины от рук Антихриста. На этом пока об иконе Авеля Рождество Пресвятой Богородицы все. А что Всеведущий Господь откроет далее, это Его святая и всеблагая воля. Но мы явно видим, что Господь и Матерь Божья открывают народу глаза и прославляют своего избранника, Сына по благодати, пророка Илью, благоверного, всемилостивейшего, великого государя, самодержца Всероссийского и патриарха Святой Руси Зосиму. В эпилоге к тайнам пророческих икон Авеля Тайновидца надо обязательно сказать о том, что сбылось еще одно пророчество о Белом Царе, что он родится в царском роде по женской линии. Все ищут женскую ветвь рода Романовых, а Господь открывает главное, что Белый Царь, он же Илья Пророк, наследник царства по женской линии от самой Царицы Небесной.